Удивительные события продолжаются вокруг дела о стрельбе группы азербайджанцев в Батайске, произошедшей в сентябре 2023 года. После того, как Араз Гусейнов был задержан и обвинен в покушении на убийство, начали действовать неведомые силы. Они сначала добились переквалификации дела на обычное хулиганство, однако это решение было отменено благодаря личному вмешательству главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Недавно же появилась новая попытка освободить стрелявшего, что может позволить ему и вовсе выйти на свободу. Вопиющий инцидент в Батайске произошел в прошлом сентябре. Вячеслав, вернувшийся домой со службы в отпуск, прогуливался по городскому парку со своей девушкой и другом, которого случайно встретил в тот день после долгого перерыва. Когда они проходили мимо кафе «Клевер», к ним пристала шумная компания, состоявшая из уроженцев Азербайджана. Услышав из разговора друзей, откуда вернулся Вячеслав, они набросились на него с оскорблениями, обвиняя русских во всех бедах. По словам очевидцев, и это впоследствии нападавшими не отрицалось, Вячеслав не вступил в драку, а сначала пытался словами успокоить разъяренных кавказцев. Однако было уже поздно. Один из них, Араз Гусейнов, достал 2 травматических пистолета и выстрелил в Вячеслава 14 раз, попав ему в голову, шею, живот и спину. Не вдаваясь в детали произошедшего, азербайджанцы пытались скрыться, но вскоре их задержали, а Гусейнова опознали как стрелявшего. Вячеслав поступил в больницу с многочисленными ранениями и долгое время проходил лечение. Особенно бросается в глаза то, что друзья Гусейнова подстрекали его фразами типа «стреляй в русского», что подтверждают свидетели. Тем не менее, следствие почему-то не акцентирует внимание на этом факте явного разжигания ненависти на национальной почве. Что касается 29-летнего Гусейнова, который ранее получил паспорт гражданина России, полиция сначала начала расследование по статье 213 Уголовного кодекса, считая расстрел человека из 2 пистолетов обычным хулиганством. Однако после общественного резонанса делом заинтересовался Следственный комитет, и там уже не возникло сомнений, речь идет о статье 105, а именно о покушении на убийство. Однако все оказалось не так просто. На первый взгляд все ясно, есть подозреваемый, состав преступления полностью определен, очевидны как само деяние, так и умысел. Тем не менее, расследование длилось 9 месяцев, прежде чем 2 мая 2024 года было вынесено постановление о привлечении Гусейнова в качестве обвиняемого по статье 105. Нет вразумительного объяснения, почему следователи задерживались с этим так долго. Но дальше еще больше странностей. 11 месяцев спустя защита азербайджанца пригласила нового адвоката, который, во-первых, добился возвращения дела из столичного СК в Батайск, а во-вторых, переквалификации дела обратно на обычное хулиганство, то есть на статью 213. 11 месяцев дело находилось на рассмотрении Следственного комитета, было проведено множество следственных мероприятий, очных ставок, медицинские освидетельствования отправляли в Астрахань. И оказалось, что за эти 11 месяцев Гусейнова даже не допросили о возможных соучастниках, и в деле фигурирует только он один. Дело затем передали в прокуратуру на подписание, а прокуратура направила его в Батайск, где дело переквалифицировали с покушения на убийство на простое хулиганство, пояснила журналистам родственница Вячеслава. Естественно, наказание за хулиганство значительно мягче, чем лишение свободы сроком до 15 лет по статье 105. И подобные преображения с делом явно не являются случайностью. Отметим, что родственники Вячеслава даже не были уведомлены о причинах и процессе переквалификации дела. Они говорят об этом как о волшебном событии. Семья Вячеслава решила не оставлять это без внимания и направила обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Александр Иванович отреагировал оперативно и публично потребовал отчета о ходе расследования дела и отменил переквалификацию на хулиганство. Уже тогда, наряду с осторожным оптимизмом, родственники Вячеслава выразили опасения, что, несмотря на личное вмешательство Бастрыкина, невидимые защитники Гусейнова могут снова попытаться затормозить дело или вернуть его к статье о хулиганстве. Так и произошло. 26 ноября юрист Вячеслава Валентин Смекалин получил уведомление из прокуратуры Ростовской области о том, что ранее дело было изъято из Следственного комитета и передано в прокуратуру,
которая не считает возможным выдвинуть против Гусейнова обвинение в покушении на убийство и направила дело на дополнительное следствие. Уведомление подписано исполняющим обязанности прокурора области Александром Гацко, который на самом деле является первым зампрокурора, но выполняет временно функции главы в связи с отпуском последнего. Однако на самом деле все оказалось еще хуже. В прокуратуре оказались не готовы обвинить Гусейнова даже в хулиганстве, не то что в покушении на убийство. Первый заместитель прокурора Гацко не подписал обвинительное заключение и вынес постановление о возвращении уголовного дела на дополнительное следствие с формулировкой о том, что в действиях обвиняемого не усматривается покушение на убийство, не усматривается хулиганство, а усматривается лишь причинение легкого вреда здоровью, рассказал журналистам адвокат Вячеслава. По словам юриста, это означает, что Гусейнов даже не попадет в тюрьму, а отделается исправительными работами. Смекалин, между тем, уверен, что действия Гусейнова, который просто взял и расстрелял человека в парке, кончено же тянут на покушение на убийство. Общественное место, главный парк города Батайска, 14 выстрелов в разные места расположения жизненно важных органов. Получается, он расстреливал человека и должен получить 100 часов исправительных работ, отметил адвокат. Родственники Вячеслава, конечно, написали через адвоката жалобы. Сначала в правительство Ростовской области. Ответ оттуда был ожидаемым. Запрос передан прокурору области Роману Праскову, который, как мы помним, в отпуске, из-за которого должен ответить Гацко, который, разумеется, ничего не будет делать, так как это жалоба на него самого. Как видно на фрагменте выше, семье также порекомендовали обратиться непосредственно в Генпрокуратуру к Игорю Краснову. Это также было сделано. И что сделала Генпрокуратура? Верно, спустила жалобу все туда же, в Ростовскую прокуратуру, где она также попала в руки все того же зампрокурора Гацко, который написал на нее ответ. Вот такой фарс. Проблема в том, что этот Гацко там вообще не видит преступления, понимаете? Заявляют родственники Вячеслава. Адвокат Смекалин добавляет: «Мы уже всюду писали жалобы, и все кивают в сторону прокуратуры, где сидит Гацко и отвечает на жалобы на себя. Так если это жалоба на него, то как он может отменить собственное решение?» Как сообщают источники, дело против Гусейнова стало разваливаться после того, как он нанял нового адвоката – Абу Магомедова. Ранее Магомедов занимал высокий пост в региональном СК, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области. Летом 2020 года областной следком признал его победителем первого этапа конкурса «Лучший сотрудник СКР» в номинации «Лучший руководитель отделов по расследованию особо важных дел». Некоторое время назад заслуженный следователь, видимо, сменил род деятельности и стал адвокатом. Источники в силовых структурах предполагают, что назначение Магомедова адвокатом Гусейнова – дело рук азербайджанской диаспоры. По их мнению, диаспора сделала правильный выбор. Магомедов, как бывший сотрудник СК, знает, как передать дело из комитета в прокуратуру, где у диаспоры могут быть связи. Магомедов – действующий адвокат Гусейнова. Видите, на что он способен? Хотя мы, конечно, не знаем наверняка, кто затормаживает дело, мы можем только предполагать, отметили родственники Вячеслава. Но как азербайджанской диаспоре удалось фактически отменить поручение главы СК Александра Бастрыкина? Утверждать обвинительное заключение и поддерживать обвинение в суде должен прокурор. Поэтому дело находится не в Следственном комитете, а в областной прокуратуре. И Александр Бастрыкин ничего не может сделать. Это разные ведомства, пояснил адвокат Вячеслава. Вот как на практике работает механизм диаспор. Азербайджанец при поддержке банды соотечественников в центральном парке города стреляет 14 раз из 2 травматических пистолетов в русского человека, чудом не убив его. Следствие идет 14 месяцев, за это время не предпринимаются попытки задержать и допросить сообщников, а самого преступника пытаются отмазать. Дело не доходит до суда. В первый раз для противодействия диаспоре пришлось вмешаться Александру Бастрыкину лично. Во второй раз диаспора, похоже, отменила Александра Ивановича. Абу-бандит, оскорблявший русских и клеветавший на Россию, скорее всего выйдет на свободу или получит минимальное наказание и сможет отомстить. Непонятно, почему публикации в СМИ, жалобы семьи Вячеслава, позиция главы СК не имеют никакого значения.
Диаспоры теперь управляют силовыми структурами? Получается, что так. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!